Канал Валерия Табакова представляет эфир группы поддержки Вячеслава Зинченко 30 октября 2025 года. Вы подсоединились, да? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Валерий, Ирина, Лана. Привет, привет, всем привет. Добрый вечер. Всем удалось, да, всем подключиться, кто хотел. Давайте потапаем еще пару минут, пока девочки собираются, потому что эфир сегодня не запланированный был, но тем не менее решили выйти. Тема, как всегда, сегодняшнего у нас эфира одна и та же. Вячеслав Зинченко. Хотелось бы задать пару вопросов к профессионалу. У нас на эфире Валерий Табаков, юрист, который дает оценку происходящему на заседаниях суда и в целом этой справе. Скажите, пожалуйста, Валерий, считаете ли вы, обвинения или следствие могли быть заинтересованы в скорейшем вынесении обвинительного вердикта и какими сигналами это проявляется? Ну, заинтересовано ли следствие? Как на ваш взгляд? Так. Ну, нужно сказать, что поскольку дело имеет политический оттенок, что просматривается, да, вот, и этот оттенок связан с памятью о Фарион, как защитнице языка, а также имеет место давление от националистических кругов, ну, по ходу дела, то тогда можно четко сделать вывод о том, что следствие, да, ну, сторона обвинения, можно сказать, она заинтересована в том, чтобы обвинительный вердикт был вынесен как можно скорее. Ну, и вот на это указывают, ну, ряд как бы таких признаков. Например, квалификация дела. Было просто часть первая, статья 115, переквалифицировали на часть вторую. Вот. Затем, и эта переквалификация, вот, она произошла как бы моментально, мгновенно. То есть без всяких там разъяснений, пояснений, раз и все. Непонятно, вот для меня, например, ну, наверное, и для вас то же самое, стало непонятным, почему именно такая ускоренная переквалификация. Для того, чтобы переквалифицировать дело по национальной неприязни там, или по нападению на общественного деятеля, нужно, ну, во-первых, доказывать, что деятельность Фарион была общественной. Вот я бы так не утверждал, как бы бездоказательно. И вот что касается национальной неприязни, тоже там была переквалификация без всяких как бы таких вот обоснований. Вот, это первое. Потом второе, минные угрозы, вот эти вот в суде, то есть они на что направлены? То есть они не останавливают процесс, но как бы делают такие как бы посылы, что давайте скорее, а то тут у нас пока не началось, да, то есть тут у нас война, давайте, а то вот взрывы идут, чего вы тут тянете, да? Мы тут уже 10 месяцев представляли свои доказательства, вот, а вы тут это никак не можете раздуплиться. Ну и дальше, значит, игнорирование ходатайств об альтернативных мерах пресечения. То есть вот были ряд ходатайств, чтобы изменить меру пресечения с ареста на домашний арест. И вот эти вот ходатайства
игнорируется, хотя вот уже сколько там получается, больше года, и таких вот как бы прямых доказательств вины Зинченко нету. И вот игнорирование уже в этих условиях, это, ну, говорит о том, что обвинение хочет, чтобы вердикт был скорее. Ну и видно, как себя ведет София, да, и ее депутаты, которые там ее поддерживают, охраняют. То есть она пишет, что ее охраняют депутаты. Ну, не знаю, если охрана у нее государственная, то плюс еще и депутаты, которые там, наверное, они на полставки там охранниками работают. Или как? От кого она... Да. От кого она охраняется, если, как она считает, убийца сидит? Вот, от нас. Вы же понимаете, что Какую? мы, да, представляем угрозу, и она говорит, что если Зинченко не будет в тюрьме, то им это представляет угрозу. Вот. И они говорят, что угроза исходит в том числе и от нас, например, да, от группы поддержки Зинченко, то есть что мы ей угрожаем. Никаких как бы вот реальных доказательств вот этих угроз я пока не видел, например, да, что там у них в их интернет-сетях, в смысле социальных группах творится. И кто им пишет угрозы, тоже непонятно. Да, может, они сами себе пишут угрозы для того, чтобы, да, чтобы их, они сами себя не поубивали там. Вот, наверное, сами от себя и охраняются. Вот, ну, реально, потому что действительно, если, ну, исходить из презумпции невиновности, да, то тогда кто же угрозу представляет? То есть есть еще другие источники угроз, о которых они, может, даже и не догадываются. Ну, это такое дело. То есть, и все это указывает на то, что это уже дело надоело им, они уже приняли давно решение, поэтому им хочется это все поскорее, значит, забыть. Но защита же, конечно, противодействует этому и является помехой, препятствием, да, к этому их желанию, и тут возникает противостояние. Но процесс состязательный, поэтому надо с этим как-то мириться. Вот такой ответ. Можно еще, Валерий, к вам вопрос? Сейчас вступают адвокаты Вячеслава в защиту. Если в процессе защиты Вячеслава будут предъявлять аргументы и доказательства невиновности Вячеслава, плюс еще будут выступать свидетели, полная база будет предоставлена адвокатами невиновности Вячеслава, и в ходе защиты Вячеслава будет выявлена фальсификация дела. Это юридически как-то будет наказано или проявлено, или как вот суд будет реагировать, если адвокаты Вячеслава докажут фальсификацию дела? Ну, я не знаю, будут ли адвокаты доказывать фальсификацию дела. То есть единственный адвокат, который был заточен на эту деятельность, это Немировский. Значит, глядя на поведение Сулеймы и Вороняка, то есть я бы, ну, не делал бы вывода о том, что они заточены на выявление фальсификаций. Но если все же, да, если все же, скажем, предположить, что общественность, там, я, вы, там, ну, заинтересованные лица, значит, обнаружат вот признаки фальсификации, то есть нарушения со стороны правоохранителей, и напишут заявление там в ДБР или в ГБР, это по-русски Государственное бюро расследований, для того, чтобы возбудили уголовное дело по поводу выявления, ну, фактов фальсификации, то тогда действительно вот сам факт возбуждения уголовного дела ГБР в отношении
стороны обвинения, он позволит суду отправить дело на дорасследование. То есть статья 237 УПК возврат дела на досудебное расследование или даже для оправдания. Ну, то есть там в зависимости от того, насколько обосновано вот это будет дело, ну, фальсификация. И если это еще будет, ну, действие со стороны адвокатов, ну, почему и нет, пусть бы и они занялись таким. Но понятно, что адвокаты боятся рисковать. Их, например, могут лишить лицензии, да? Вот, я не знаю как, наехать на семью. Например, я знаю, что жена Сулеймы, она сторонница идеологии Фарион. То есть там сложное переплетение всех этих обстоятельств, поэтому, ну, как-то так. Хорошо, я чуть-чуть тогда сейчас вопрос по-другому задам. Если вот адвокаты Вячеслава докажут, что предоставят все доказательства невиновности Вячеслава и также непричастности к этому делу, судья отправит на дорасследование. А что будет с этими следователями, которые фабриковали это дело и искали какие-то непонятные доказательства, и 10 месяцев мы слушали доказательства, якобы доказательства виновности Вячеслава. Просто отправят на дорасследование, и то, что Петлеваны и там вот эта вторая прокурорша все пытались нам доказать какими-то видео предоставляли, эти свидетели непонятные, пытались нам доказать, и этими видеоми причастность, там, подготовку, или я не знаю, что они хотели этими видео сделать. Им что будет? Ну, 10 месяцев они получали зарплату и пытались доказать недоказуемое. Но если не будет заявлений в ГБР, то есть Государственное бюро расследований по поводу нарушений, то есть фальсификации, нарушений со стороны правоохранителей, то тогда им ничего не будет. Вот. Ничего не будет. Они будут дальше себе что-то дорасследовать, где-то что-то искать и все, да? Ну, будет жить, да, спать себе спокойно, получать свои награды, пользоваться табельным оружием, значит, представлять угрозы для, не знаю, для граждан Украины, да, и заниматься фальсификациями дальше. То есть для того, чтобы такого не продолжалось, то есть если мы видим, а тут мы видим явные признаки этих фальсификаций, ну, например, по поводу гильзы, да, вот, по поводу портретной экспертизы, то есть известны факты, что явно при досудебном следствии эти следователи лично ездили в экспертные организации и говорили, что нам нужна экспертиза, которая бы подтвердила, что этот вот Ряженый и Зинченко это одно и то же лицо. На что получали отказ в Киеве, там, в других городах. И только один из Житомира, там, вот, не знаю, как они его взяли на крюк, но он согласился. То есть, и вот это вот нарушение, то есть, когда следствие приезжает и требует от экспертной установы заведомо, как бы, установленный результат этой экспертизы, это нарушение. Это второе, да, там что там еще с гильзой, потом вот это. Третье. Ну, еще свидетели, их показания, их можно разбить. Ну, свидетель, если он лжесвидетельствует, но это надо доказывать, лжесвидетельство. То есть, для того, чтобы доказать, там нужно найти несоответствие, то есть противоречие между доказательствами. Противоречие перекрестное
перекрестный допрос, что был хороший перекрестный допрос, а не так, что вы делали, где стояли. Хорошо, Валерий, еще у меня такой к вам вопрос. По поводу 15 миллионов, которые София хочет морального ущерба. За что она хочет этот моральный ущерб? Ну, по поводу 15 миллионов, я вообще-то не вижу каких-то оснований для заявления именно такой суммы. Ну, убили человека, где-то там, не знаю, в каком-то Львове, вот. Она не военный, она не на фронте, то есть ее хотят приравнять к статусу, значит, военнослужащего, который погиб от Путина, то есть вот защищая Украину. А где она защищала вообще? Какой она военнослужащая? Она хоть ружбайку в руках держала? Да, то есть вот это. И, ну, то есть 15 миллионов тут вообще никакого обоснования нету этого. Но дело в том, что вот этот сам иск, гражданский иск в уголовном процессе, он сам по себе является затягиванием. То есть, если будет рассмотрено уже все обстоятельства уголовного дела, и потом начнется рассмотрение гражданского иска, это затянет процесс, и будет добавлено гражданское производство. И вот на эту часть как бы процесса, которая, ну, по времени, которая будет рассматривать гражданский иск Софии к Зинченко, это уже можно говорить, что это компенсацию можно требовать за незаконный арест вот в этот период. То есть, если тут арест налагается судом в связи с уголовным преследованием, то вот на период рассмотрения гражданского иска, ну, по тем же 15 миллионов, Зинченко уже имеет подать правовстречный иск о компенсации за незаконный арест. Ну, примерно так. Хорошо, это если незаконный арест, если адвокаты докажут невиновность Вячеслава. Вячеслав может подать встречный иск. Но, допустим, будет другая ситуация. Как с этими 15 миллионами, что она хочет? Вячеслав, ну, это вы говорите, что Вячеслав сейчас находится в СИЗО, закончится этот суд. Если адвокаты не докажут, допустим, что Вячеслав не виновен, и Вячеслав остается в СИЗО, ну, вот я имею в виду после приговора, и начинается этот административный суд по поводу 15 миллионов. Нет. Когда начинается то, что она хочет 15 миллионов? Она же не просто так написала, и судья такой: ага, да, все, выплатить 15 миллионов, семья Зинченко обязана Софии выплатить 15 миллионов. Не семья, лично Зинченко. Причем тут семья? Лично Зинченко, она лично, получается, от Вячеслава хочет получить 15 миллионов? Да. Ага, понятно. А где он их должен взять, вопрос, если он сидит в СИЗО? Вот мне интересно. Ну, это уже другой вопрос. Если у него нет собственности, например, нет средств, как бы доходов никаких, то действительно взять то есть, я не знаю, у нас... Ну, тогда будет София ждать эти 15 миллионов до зеленых соплей. У нас когда-то, то есть, была каторга там или принудительная работа для того, чтобы, ну, короче, в раба можно превратить, чтобы он отработал эти 15 миллионов, да? Непонятно, почему эти 15 миллионов выскочили. Вот тоже так, а почему именно 15 миллионов? Но... Не 10, не 20, может, а что не 150 Я миллионов? уже это анализировал, этот момент. Это перекликается с российским нарративом. То есть именно Россия заявляла, что в Украине идет гражданская война. То есть внутри Украины между гражданами идет война.
И вот эти 15 миллионов, которые требуют, если они будут удовлетворен этот иск, это будет лишним подтверждением того российского нарратива о том, что в Украине гражданская война. То есть как бы внутри Украины погиб человек, который, значит, получил такую же компенсацию, как получают военные на фронте. Это о чем говорит? О том говорит, что это гражданская война. То есть я не думаю, что суд такой глупый, да, что он не понимает, на что нацелены эти 15 миллионов. То есть у нас гражданская война или нету гражданской войны? Если нету, то какие 15 миллионов? Ну, вот. Это получается, как София была в суде, и журналисты засняли она с этим портретом, как всегда. Говорит, вот ношу с собой портрет, и героя получу. Ну, такое она там что-то ляпнула. И тут же буквально через пару дней Верховная Рада голосует, и ей не дают героя. Слава Богу. Ну да, полюбила Хойвенбина и повесила портрет, как что называется. Ну вот как раз перед этим героем она все время говорит, ну, журналисты даже засняли, что вот я ношу с собой портрет, с собой на суд, и я получу героя. Может, она хоть вот так и хотела, но как-то, наверное, до Киева, до депутатов не долезла, только, может, во Львове руководить марлезонским балетом, или кто там руководит, или ею руководят. Ну да, как-то она слабо затыкала русскоговорящую амбразуру своей грудью или головой, чем она там затыкала в Украине. Не удалось как-то заткнуть. Ну, слава Богу, хоть это не удалось. Но я так думаю, она и 15 миллионов не получит. И будет как Остап Бендер бежать, искать, где граница. Остап Бендер, да? Да. Я подданный какого-то там Манзебара или что-нибудь еще. И будет бежать в шубе, что-то нацепила на себя и будет бежать. Да, за Жмеренкой начинается Атлантический океан. Это точно. Да, чай после Синельникова. Поехали дальше, что там у нас по вопросу. Лана? Есть ли в деле элементы, которые позволяют говорить о возможной манипуляции или подтасовке? Как это можно юридически доказать? Вот вы, как вы считаете? Есть ли в деле элементы подтасовки? Как это можно доказать юридически? Только экспертизами или как? Подтасовки, в смысле фальсификации, да? Да, да. Ну, для того, чтобы доказать фальсификацию, нужно, чтобы было решение как бы, суда о том, что фальсификация установлена. Это преступление вообще-то, да? Служебное преступление. Оно расследуется ГБР, и если это расследование закончится, потом дело будет передано в суд, и будет принят, вынесен обвинительный приговор, вот тогда это будет установлена фальсификация. Как оно окажет влияние на решение суда? Но сам факт, если будет возбуждено уголовное дело по расследованию фальсификации, это уже будет, серьезный такой звонок в этом процессе, в котором обнаружена такая фальсификация. В принципе, возможен даже вариант, что будет дело отложено до момента, пока не закончится расследование по фальсификации. А после того, как оно... это нужно, чтобы эти адвокаты ходатайствовали об отложении дела до момента решения вопроса по фальсификации. Если будет возбуждено, то тогда адвокаты могут заявить ходатайство, отложить это дело и подождать, пока фальсификация будет установлена, либо не установлена. Примерно такое влияние. Валерия, подскажите, пожалуйста, вот
Вот свидетели, которые были со стороны прокуратуры, на момент доказательства, вот сейчас будут вступать адвокаты Вячеслава в защиту, возможен такой вариант, что каких-то свидетелей они могут вызвать повторно? Да, абсолютно. Их нужно вызывать как свидетелей со стороны защиты. Это нормальная практика. Например, этого электрика, сантехника, интернетчика они могут вызвать как свидетеля и задать ему провокационные вопросы. Ну, не провокационные, а задавать ему вопросы. Во сколько начал, вот как там, где у вас, с какой фирмы вы, во сколько у вас рабочий день заканчивается, в какой квартире вы были, почему вы задержались, Да. где вы были, кто вас видел в это время, где вы находились именно в момент вот убийства, камеры, ну где вы вообще, где он был, этот свидетель. Такое возможно? Да, единственное, что нужно понимать, что когда адвокат пишет ходатайство о вызове свидетелей, то там нужно указывать, какую информацию этот свидетель может сообщить суду. И если адвокат укажет, ну, того свидетеля, который уже выступал, но информация, которую он хочет получить от свидетеля, будет другой, то тогда суд будет обязан вызвать этого свидетеля повторно. То есть такой информации еще не было, то есть и эта информация может быть предоставлена тем же самым свидетелем. Только... Ну, могут на повторный допрос вызвать. Да. Свидетели со стороны прокуратуры. Да, да. А вот еще допрос этого таемного свидка, это тоже возможно или нет? Тоже он ничем не отличается, он только циркач такой, конечно. Ничем не отличается. Может, его там уберут, спецслужбы уберут до этого момента, на Малоголосковской, где он будет с собакой своей гулять 10 часов утра. Это уже другой вопрос. Но он гуляет пару раз в неделю, как он сказал, с собакой. Ну, ничего, там можно на неделю кордон выставить, что там потратить. Да, снайпера поставить. Тоже как вариант. Ясно. Еще и собаку можно увидеть, какой породы, а то он засекретил. Ну, я так думаю, что там какая-то карманная собака, там вот эти вот мелкие чау-чау, мульти-чаучи, как их там называют. Вот эти вот, которые пикают или вообще не пикают, или вообще еле идут, сами боятся кошек. Может, у него такая собака? Это же тоже неизвестно. Что он с ней 2 раза в неделю гуляет. А там она уже на ведерце или что там, корыто ходит дома. Ну, да, это такое дело. А вот еще подскажите, пожалуйста, вот как вы считаете вообще, есть возможность доказать адвокатам невиновность Вячеслава, непричастность и невиновность Вячеслава? Вот с тех доказательств, которые предъявила прокуратура, которые мы выслушивали 10 месяцев и хотели хотя бы хоть что-то уразумительное от них услышать, но на протяжении 10 месяцев мы ничего не услышали. Ни одного доказательства не было сказано. Ну, есть как бы 2 варианта вынесения оправдательного приговора. Один из них – это за недостаточностью улик, так называемый. И... Освобождается из-под стражи, правильно? Да, то есть после того, как вынесен оправдательный приговор, в зале суда освобождается из-под стражи. Вот. То есть нужно доказывать, что улики недостаточны для того, чтобы сказать, что человек виновен в убийстве Фарион. Это они могут, так сказать, недостаточно улик, освобождается из-под стражи,
дело отправляется на доследование. Не-не-не-не-не-не-не-не. Недостаточность улик – это оправдательный приговор, это не до расследования. До расследования это, значит, не оправдательный приговор. Это... Нет, я имею в виду не оправдательный, освобождается из-под стражи. Нет, если до расследования, то тогда нужно отдельно подавать ходатайство о изменении меры пресечения, если он остается подозреваемым. Нет, я имею в виду, что если Вячеслава выпускают, нету доказательств его причастности и виновности к ликвидации Фарион. Вячеслав выходит из зала суда. Какие действия дальше прокуратуры и судей? Нет, если оправдательный приговор, то все, его освобождают из-под стражи в зале суда. И если прокуратура считает, что решение незаконное, она имеет право подать апелляционную жалобу. А если прозвучит, вот как вы сказали, за недостаточностью улик, Вот нету доказательств его невиновности, вот он освобождается. Нету доказательств его виновности, да. Дело отправляются на доследование. Нету доказательств причастности Вячеслава. Нет, это другое совсем решение. То есть, если оправдательный по недостаточности улик, то это оправдательный приговор. А если надо расследование, это не оправдательный приговор. Это... Ага, все, я поняла. Ну, смотрите. Если Вячеслава выпускают, все, нет у них доказательства, адвокаты хорошо поработали Вячеслава, доказали его невиновность, непричастность, это сделал какой-то Петя, Вася, ищите там. Вячеслав выходит из зала суда. Не, если Петя, Вася, то тогда это надо расследование. И это... Вячеслав выходит, а они дальше там себе расследуют. Вячеслав в таком случае может выйти только если будет ходатайство адвоката об изменении меры пресечения, если он будет оставаться в статусе подозреваемого или обвиняемого. Ну, подозреваемого, то есть если... Нет, суд, вы меня чуть-чуть, наверное, не поняли. Судья встал и сказал, доказательства Вячеслава причастности нету, освобождается из зала суда. Что они потом будут делать? Или нас это уже не касается? Все, Вячеслав выходит, потом они могут подать апелляционную жалобу или не подавать ее, тогда дело закрывается. Дорасследовать они дальше не будут? Да, если на дорасследование суд не отправляет, то не будут, да. Ага, все, я поняла. И дальше будет София, что она будет, если на дорасследование не отправили? Что она будет бегать, кричать? Они будут демонстрации устраивать во Львове, кричать, что значит суд продажный, там, что он не украинский, ну и тому подобные дела. То есть, ну у них будут свои манифесты. Да, политические демонстрации. Ага. Понятно. Ну, надеемся, Вячеслав уже выйдет из зала суда. Так оно и будет. Не надеемся, так оно и есть, потому что никаких доказательств за 10 месяцев от прокуратуры мы не услышали. Ну, доказательств там много, ну, то есть, но все они такие очень сомнительные, поэтому их сомнительность нужно доказывать и отстаивать свою позицию. Для того, чтобы... Ну, во-первых, что доказательства сомнительные, но а какие там вообще доказательства? Именно за 19 число не было сказано ни слова. Ну, какие доказательства? 11 число, 16 число, мусор выкинул, в АТБ сходил. Это что, это подготовка к убийству или что? Ну, там есть Дума и Бабюк, вот, два свидетеля за 19 число, которые говорят о том, что они слышали звук, похожий на выстрел, и какой-то черный предмет в руке. Ну, они слышали какой-то звук, похожий на выстрел, может, у петарда взорвалась. Да. И что-то они, где-то кто-то что-то видел,
где-то кто-то слышал, и это вообще, это тоже не доказательство. Ну вот Надо еще давайте вот еще остановимся на таком моменте. Вот эта гильза, она найдена у левого колеса переднего белого автомобиля, который возле 6-го подъезда припаркован. Переднего, да, левого. Угу. Да, и как раз вот эта лестница из подъезда, она выходит перед передней частью этого автомобиля. Вот. И именно там стояла Фарион между двумя автомобилями со своими чемоданами и смотрела в телефон. Телефон был в сумке, бабушка сказала. Ну хорошо, то есть... А то придумал, что она держала телефон в руках, наверное, вызывала такси. Ну, может, она упала, а телефон сам прыгнул в сумку. Это бывает такое. Сам, да, очень интересно. Шутка, да, такая телефонная. Вот. Но нужно понимать, что гильза от пистолета ТТ, она отскакивает на 1,5 или максимум на 3 метра вправо и назад от стреляющего. И выстрел был в лоб, потому что затылок разворочен, это выходное отверстие. Значит, нужно восстановить картину, откуда был произведен выстрел. То есть получается, что если выстрел гильза отлетела вправо и назад, и переднее колесо, то тогда нужно чуть пройти вперед от переднего колеса и влево. То есть в том месте как раз находилась Бабюк. Я, насколько понял из описания, из ответа на ее на допрос, то есть Бабюк поравнялась с Фарион, прошла мимо, прошла 3 метра, вот, и там услышала этот звук, похожий на выстрел. Повернулась, и там тот бежит. Но гильза отскочила туда. То есть... К подъезду. Да, и если Бабюк стреляла из того своего места, да? Ну, то есть... Но она стреляла тогда, получается, не в сторону Фарион, а в другую сторону, потому что гильза отскакивает назад и вправо. То есть она не стреляла в другую сторону, как бы там, где находилась Фарион, а в обратную от Фарион сторону. То есть она могла, не знаю что, достать пистолет и выстрелить куда-то туда. Да, гильза отскочила. То есть как Фарион получила ранение в этой ситуации, в голову, трудно сказать. Ну, наверное... Но вообще пуля возле подъезда. Не пуля, а гильза. Гильза, пуля вообще где-то вылетела, улетела. Сквозное, да, то есть через голову пролетела куда-то, ее не нашли. Гильза возле подъезда. Фарион вообще лежит на бровке. Ну, по баллистике гильза бы отскочила как раз вот если бы из того места, где находилась Бабюк, был совершен выстрел в направлении противоположном от Фарион. Вот так вот как-то. Так может, то с кустов как раз и стреляли? Она увидела в кустах, повернулась, обернулась, увидела в кустах, что на нее направили ствол, подбежала к бровке, и ее догнала пуля. И как раз оказалась возле подъезда. Но звук выстрела мы слышим один. Да. То есть не было двух звуков выстрела. Поэтому получается, что выстрел... Если было бы уже 2 выстрела, и Фарион 4 часа уже жила бы, это был бы вообще с области фантастики. Вот. Но есть же такие обстоятельства, что гильза это подброшена в то место, где она найдена, как бы, да, то есть у 6-го подъезда. Об этом заявлял и Сулейма. Поэтому тут надо разбираться. Если это фальсификация, то пусть бы занимались этой фальсификацией, то есть возбудили уголовное дело и расследовали. Ну, вот как-то так. Ну, это уже надо адвокатам Вячеслава, где, что они, на что они будут давить, откуда это взялась гильза, вообще вход-выход, где там вошла пуля, под каким углом вошла пуля, где она вышла. Этого всего нет.
Этих экспертиз Ну, нету. Под каким углом? Ну, так тогда как мы будем решать, с какой стороны в нее стреляли? Если нету этой экспертизы. Нужна эксгумация. Ну, давайте эксгумировать. Давайте, да. Но дело в том, что под каким углом вошла пуля, даже определяют рост человека. Рост, сколько метров, там вот это отверстие входное, оно все ж видно. Это эксперты могут все это определить. Где она вышла, если она вылетела, хорошо, если пуля прошла на вылет, почему ее не нашли? И она улетела, эта пуля, в соседний двор. Ну, вот в такой ситуации, где лежит гильза, как она отлетает, где находилась Бабюк, то получается, и звук выстрела один, получается, что Фарион убили не в том месте, просто ее туда положили уже. Но вообще непонятно, кто ее вообще убил. Может, она сама себя? Тоже вариант. Ну, да, в принципе, да. Но тогда где же это оружие, если она сама себя? Оружие тогда было бы... Ну, Бабюк тоже сказал, Бабюк, когда проходила в первых интервью, она сказала, что Фарион стояла возле подъезда. Когда она услышала это что-то бах, она даже не поняла, что это. Она повернулась, говорить, а я дивлюся, а Ірина там лежить. А чого вона там лежить, когда вона тут стояла? Да, кошмар. То есть я тоже думаю, какой-то этот, как он называется, полтергейст. Ну и просто вот с интервью этой Бабюк, с первых интервью этой Бабюк, плюс еще, когда звезда София, это особо Симтишин, чи кто она, он же Гога, он же Гоша, в интервью она говорит, вот мама тут вышла, Фарион тут вышла, тут поставила вализу, тут поставила на нее сумку, тут она обернулась, тут был такой кущ, какой-то там куст был, і вона когось побачила, а потім пішла, ні, побіжала, з огляду того, що я бачила, там, де лампадки. И плюс этот куст, буквально там на второй день, его срезали и заасфальтировали все там. Ну, непонятно, на каком основании София это заявляет, что она бачила. Она ж там не была. Она ж... Она сказала, з огляду того, що я бачила. Ну, так в суде она сказала, что она там не была, и телефон у нее был выключен, и она узнала. Ну вот, а где она видела? З огляду, где она видела? З огляду того, що вона бачила. Где она це бачила? Значит, она где-то видела? Ну, может, она спала, там у нее был этот самый делирий алкогольный, я не знаю, что там, где она бачила. Это ну, наверное, и вот это вот видео, которое вышло сразу же после убийства Фарион, кто его там выпустил, там, где камера направлена на арку, потом как раз что-то она там замельтешилась, потом Фарион закричала, я уже не помню, или нет. Кстати, выстрела не было слышно, и потом показано уже было, как эта яма выкопана. И, кстати, эта яма выкопана была именно на том месте, было в этом видео, именно на том месте, где похоронен Фарион на этом же кладбище. Мы провели расследование. Еще раз, это видео этих NSWP, да? Ну, я не знаю, кто там его делал. Там, где она с негром, вот это вот... Вот этот вот момент убийства. И она там крикнула, но там не слышно было
выстрела, ну вообще ни хлопка, ни петарды, ничего. И потом переходит уже как эта яма на кладбище выкопана. И эта яма, кстати, выкопана там, где похоронили Фарион. Это то самое кладбище. Ну, не знаю, это какой-то видеосюжет, потому что... У вас Само видео я смотрел, это NSWP, и оно заканчивается тем, что там ничего не видно, не это самое, но в конце концов заканчивается тем, что два автомобиля стоят возле того столба. Рассмотреть. И этот столб там где как раз рассмотреть можно это видео, если поставить на медленную, чтобы медленно было, потому что там быстро. И в самом конце вот именно то кладбище, где и эта яма, где похоронили Фарион. Это мы провели расследование, сравнили, все как положено. Вопрос. Это видео тоже вышло буквально там на второй, на третий день. Перед похоронами, перед похороном, да? То есть еще яма не была закопана, да? Нет, ну там яма открытая, яма не была закопана. Ну, вырытая, да, уже? Ну да, выкопали, вырыли что-то. Ну, очень интересно, да. Ну, значит, кто-то момент убийства снимал. Где-то есть съемка или с камер. Возможно, и камеры возле подъезда засняли, но нам сказали, что света нет, а видео было изъято. Где-то видео есть. Именно убийство Фарион, потому что человек, который не видел убийства, даже если читать дело, да, вот мы как разглядываем это дело, где он стоял, кто там был, вход пули, выход пули. Почему та говорит, что она стояла возле чемодана, Ірина стояла возле чемодана, я вот так чуть-чуть прошлася, чую, бах, поворачуюсь, а вона чогось от там лежить. А як вона там оказалася, не знаю. І вона лежить, голова у неї в крові, и все. Ну да, что-то не соответствует, конечно, естественно, как бы физике процесса. То есть как она могла через 2 секунды с дыркой в голове лечь за 5 метров от того места, где она стояла до того. Вот. А плюс еще София говорит, она просто в одном интервью, она просто рассказывает, даже вот когда она выходит с подъезда с этой розой еще, эта роза была, показывали, в гробу лежала Фарион с этой розой, и она стоит с этой розой. Но это вообще хит. Она у нее забрала ее, чешу. Ну ладно, неважно. И вот она выходит, и она с деловитым видом рассказывает все. Вот Фарион вышла, поставила вализу, тут сумку, она тут стояла, она ждала такси, тут она обернулась, тут был такой большой куст, какой-то, вона когось побачила, а потім з огляду того, що я бачу, вона пішла, і потім вона говорить, ні, з огляду того, що я бачила, вона побіжала там, де лампадки. Ну, это надо спрашивать. То есть, наверное, адвоката можно было бы ее пригласить в качестве свидетеля, который дал бы показания, что она там бачила. Как Фарион куда-то бежала от куста с сиренью или с чем-то. Тоже... Ну, да, вот, она сказала, не, вона пошла, и потом говорит, с огляду того, что я бачила, вона побежала там, где лампадка. Да, если адвокаты ее пригласят в качестве свидетеля, то можно спросить и об этом, что она там рассказывала в таком-то интервью, показать, и если она подтверждает это, то пусть подтвердит, если нет, то... С огляду, где вона бачила, пусть уж нам всем покажет. Ну да, это нам... А то мы не можем выяснить, а то она стояла возле подъезда,
гильзу нашли возле подъезда, а Фарион лежит на противоположной стороне на бровке. Может, она где-то там была в другом месте и по видеосвязи там смотрела по камерой, как камера показывает, как ее убивали. То есть, может, так было, что она бачила. Но тут много очень всех вариантов. Как она видела, уже нам бы показала, я не знаю. Ну да, нам интересно. Уже всей Украине интересно, не только Украине, у меня в комментариях пишут из Эстонии, из Прибалтики, из Литвы, из Латвии. Все следят уже за этим делом. Как оно будет происходить? Да, наверное, и «Свобода» тоже заплатит миллион, это же будет хит сезона. А кому заплатят миллион? Ну, за информацию о том, об убийце. Ну, так надо у Софии спросить. Ну, пусть бы уже рассказала, кто убил Фарион. Но 15 не получит, хоть бы миллион получил. Ну, наверное, если не получит, то тогда миллион идет рассказывать. Хоть что-то уже получит. Это точно. Что-то получит, как Пиддань. Ну, или будет как Остап Бендер бежать. Ну, У нее два варианта. Или рассказать, показать всей Украине видео и ближайшим странам. Или бежать уже как Остап Бендер. Нет, она хочет, чтобы мы бежали. Группа поддержки да, Зинченко. Ну нас много, как же так не получится? Ну, Нас много, она одна. И через Польшу ее уже не пустят, не пропустят. ну, Она же за Бендеру. она не одна, их там хватает. Ну, значит, побегут через Венгрию. Они там надо, то и Венгрии. Ну, это такое дело. Отвлеклись мы чуть-чуть от темы. Ну, в общем, момент убийства Фарион мы не можем выяснить, почему она стояла возле чемоданов и как она оказалась на бровке. І з того огляду, що Софія бачила, то Фарион побежала. Это тоже такой момент интересный. Надеемся, что адвокаты Вячеслава поднимут этот вопрос. Вызовут ее в качестве свидетеля. Мне бы очень хотелось, чтобы Софию, Думу и эту бабушку вызвали еще в качестве свидетелей со стороны защиты. И задали им очень много интересных вопросов. Даже дала показания вот эта бабушка. Тут же продемонстрировали видео, там, где эта бабушка дает самые первоначальные показания телевидению, репортерам. Они абсолютно расходятся. Ну, да, И плюс еще есть видео, там, где другая соседка дает тоже, как там, кто стоял. И она оказалось, что стоял чемодан, вализа, сверху была сумка, в ней был телефон. А тут этот электрик-сантехник говорит, что у Фарион был в руках телефон. Очень много людей, там, этих бабушек, что Фарион стояла без телефона. И когда еще приехала полиция, да, тоже есть где-то видео, что они еще выясняли, ну, как полицейские приехали, они выясняли еще личность, документы и лазили у нее в сумке. И телефон был в сумке. Где-то уже, ну, правда, уже 1,5 года прошло, где-то есть еще вот такое вот комментарий, где дают жители этого двора злосчастного. Так что адвокатам надо постараться и вызвать всех на повторное свидетельствование. Да, был у нее телефон, только неизвестно в каком месте, вот так скажем. Но есть видео у меня выставлено, там, где соседка
или кто там, жительница этого двора, она говорит, телефон был в сумке. Ну, давайте так, если она вызывала такси, она должна была держать телефон в руках, правильно? Но она кто знает, что она вызывала? Ну, где-то есть доказательства, что именно такси она вызывала? Не, ну такси вызывают, наверное, за минут 10 до этого, как минимум. Хорошо, почему таксист не приехал во двор? Наверное, услышал звук выстрела, увидел клоуна бегущего. Она вызвала с дома такси, она вышла уже во двор. Если она, ну правильно, если человек вызывает такси, он держит, короче, там приходит смс, сейчас к вам подъедет машина с таким-то номером. Такси не приехало. Где, какое оно, какое она такси вызывала? Где подтверждение, что машина должна, она, если уже вышла, должно быть прийти подтверждение, а машина будет через 2 минуты, правильно? Ну да, там... Где, какое она такси вызывала? Почему таксист не должен был во двор таксист приехать? Хотя бы там 5-10 минут после того, она еще стояла, ждала. Должно быть такси заехать во двор. Где такси? А где вообще свідчення таксиста? Может, он свидок? Почему его нету на суде? Ну так его и во дворе не было. Таксист не приехал и испарился. Да, зато дочке она типа прислала смс, да, что таксист вот выезжает, я сейчас заказала такси, так? Но это все говорят, что она вызвала такси. А где само такси? Такси не доехала. Ну, можно этих Думу и Бабюк еще раз вызвать и их поспрашивать, потому что показания Думы вообще они... Показания Думы. Все говорят, она вызывала такси. А в какую фирму? Что, во Львове много контор такси? Через Болт она вызывала, через что? Это все равно все фиксируется. Каждый вызов такси фиксируется. Где доказательства того, что она вызывала такси? Ну, это... И эта бабушка, это Бабюк, и там вот эта темненькая соседка. Говорили, что она просто стояла, телефон был в сумке. Какое она такси вызывала? Где бумага? Где этот электрик? С какой он фирмы? Почему он в 7 вечера был на объекте? Где он был? В какой квартире? В каком подъезде? Где вызов? Ну, не знаю, то есть это София говорит, что она ей отправила СМС, где она сказала, что вызвала такси. А на самом деле, что она вызвала, трудно сказать. Какое такси, то есть может это не такси, а просто она, не знаю, кого вызвала, но написала, что вызвала такси. Написала. Что доказательства? Может, она вообще написала, позвонила Софии, приезжай за мной. А та сидела, бухала, пока мамашу ликвидирует. А потом где-то на 4 часа пропала. Ну да, то она была делать... в садочку, то версий очень много, а где доказательства? Такси. Она сказала такси. Какое такси она заказывала? Какую фирму? Вызов должен быть зафиксирован. Должна прийти на телефон ей смс-ка, если через Болт. Машина через 2 минуты будет с таким-то номером. Но такси не приехало во двор ни через 10, ни через 15 минут, ни через полчаса. Уже и Фарион увезли в больницу. Посмотрим, как адвокаты это дело будут раскручивать. Пока мы ничего не знаем, сказать трудно. Узнаем ли мы это? Очень много. Просто даже вот прокуратура доказывала, а что доказывала вообще? АТБ показывала. Ну, если по мне нет ни одного прямого, ни косвенного, вообще нету доказательства, их 0.
о причастности Вячеслава к ликвидации Фарион. Их нету. Не эта бабушка там увидела кого-то, кто-то побежал. Этот слесарь-сантехник тоже где, кто он такой? Ну, он интернет делал, мыл руки, багажник открыл. Вообще, а что ты вообще делал в этом подъезде? Он мог и интернет отключить, а его напарник грохнуть. Ну, версий тут вариантов очень много, и поэтому пуля вылетела насквозь, а пулю не нашли. Нашли какую-то гильзу, подкинутую, ржавую. В общем, Вопросов очень много, к сожалению, пока что у нас нет ответов. Давайте подождем, когда еще будет выступать защита, свидки защиты, и тогда уже посмотрим, что там новенькое нам откроется. Конечно, хотелось бы, чтобы адвокаты Вячеслава более подробно опросили этих свидков, которых пригласили, вот, и которых не пригласили бы, опять-таки, тех, которых не было. Поэтому много вопросов пока что не без ответа остается. Добрый вечер, девочки. Давайте заканчивать будем эфир на сегодня. Может, и отключили, может, они отключили и свет, и интернет, и камеры, и так далее. Об этом и говорилось изначально. Поэтому давайте дождемся 11 числа, будет заседание суда 11 числа. Кто может донаты на карту мамы, пожалуйста, каждые 5-10 гривен на карту Олены Зинченко. В интернете уже давно уходит только карта Олены Зинченко, поэтому кто еще не знает, кто не в курсе, кто хочет помочь мамі особисто, то, будь ласка, пишите в личку, я скину номер карты Олены Зинченко. Карта именная, там все можно проследить, на чье имя происходит поступление и так далее. У нас в гостях был Валерий Табаков. Спасибо вам огромное, Валерий. Подписывайтесь на канал YouTube Валерия Табакова, на TikTok канал Валерия Табакова. И будьте с нами на связи. Всегда профессиональную оценку дает уже всем известный юрист Валерий Табаков. Спасибо вам, Валерий. Спасибо всем. И еще один такой момент. Сегодня Елена ездила на свидание, с ребенком. К сожалению, свидания не дали, потому что судья в отпуске. Вот. Но, тем не менее, Лена передала передачу ребенку, то есть ребенок не голодный. Мама проявила заботу, любовь, тепло. Естественно, позаботилась о своем малыше. Ну и все равно, я думаю, как-то нужно поддержать маму, и если у кого-то есть возможность выслать 5-10 гривен на карту мама, любой донат, это спасибо огромное от семьи Зінченка. Дякуємо за те, що ви репости делаете, коментарі пишете. Розголос справи важливий, тому підтримуйте родину і дякуємо вам за те, що з нами. Дякую, дівчата, добраніч, тихої ночі, Україна. И, Валерий, спасибо вам огромное за эфир. Да, спасибо. Волю Вячеславу, спасибо, Валерий. Тихой ночи, Украина. Спокойной ночи. Тихой ночи. Волю невинному ребенку. Дякую. На добраніч.